От пациентки болит около 5 лет после рождения ребенка шеи и плечи. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 32 лет, дата исследования 20 июня 2023 года. Область исследования: шейный отдел позвоночника, шейный лордоз сглажен. Дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Тело позвонков в зоне сканирования дегенеративно изменены, с формированием костных разрастаний. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры. Межпозвонковые суставы гипертрофированы, суставные щели их неравномерно сужены. Структура тел позвонков с 1-7 однородна. Отмечается сужение высоты и признаки дегидротации межпозвонковых дисков, преимущественно на уровне С4-С7. Тело TH2 целиком представлено атипичной гемангиомой. На уровне тела С3. В спинном мозге определяется участок повышенного МР-сигнала на Т2, размером 5 на 5 на 9 мм. Межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади. С2, С3 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С3, С4 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. С4, С5 дорсальная диффузная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 12 мм. С5, С6 правосторонняя фораминальная грыжа 3 мм с признаками компрессии нервных корешков справа, в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывает деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне ММ. С6, С7 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. С7, TH1 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. Заключение МР: картина очага повышенного МР-сигнала в спинном мозге, очаг демиелинизации, дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника, межпозвонковой грыжи с 5-6, протрузии межпозвонкового диска с 4-5. Рекомендована консультация невролога, МР-контроль с контрастным усилением. 6 июля 2023 года Н. Доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: есть небольшая грыжа и протрузия. По сути, маленькая грыжа в нижних сегментах шейного отдела позвоночника. Это может давать боли в спине, руке, больше справа. Тут вам нужно неврологу показаться. Также на уровне 3 шейного позвонка есть участок повышенного сигнала от спинного мозга. Тут важно исключить демиелинизирующий процесс, в первую очередь рассеянный склероз. Я бы посоветовал обратиться в профильное медицинское учреждение.